Хочу показать вам мотоцикл, который мы тут с товарищем собрали в свободное время. В общем, цель была такая: собрать его для развлечения, для покатушек в лесу, по полям. Усилиями 2 человек на его создание от момента задумки и вот до такого состояния ушло 2 недели. Давайте начнем с самого начала. Давайте скажем по характеристикам. База мотоцикла 1320 мм, дорожный просвет 200 мм, высота по седлу 700 и вес порядка 75 кг. Итак, брали мы донорские части мотоциклов. Передняя вилка, например, это от мотороллера Вятка 61 года. Так как колесо наше заметно больше, чем родное, то мы ее удлинили. Вот здесь видно вставка. Перенесли точку крепления амортизаторов, чтобы подвеска была помягче. Пришлось ее сделать чуть пошире, разнести. И изменялся вот этот угол, который влияет на выкат переднего колеса. Еще, если будете делать, хочу сказать, что мы вот эту рулевую колонку саму обрезали по длине, потому что руль на родной был слишком высоко. Обрезали примерно на 120 мм. Руль оставили родной от Вятки. Здесь родная ручка газа. Тормоза купили в магазине, они гидравлические, на заднее колесо, дисковые. Остальное все осталось как есть. Так, теперь рама. Раму взяли от Урала. Отрезали сразу заднюю часть. Там мы еще перейдем, я вам покажу конкретно. А здесь вырезали участок где-то сантиметров 7 с верхней трубы. И чтобы она срослась, подошла, и тут по низу тоже был сделан надрез. Надрезали это мы для того, чтобы увеличить угол наклона рулевой колонки. Это уже было сделано на этапе испытаний, для того, чтобы улучшить курсовую устойчивость. Поначалу угол нас не устраивал. Так, дальше идем. Ну, видно, да, что подножки для ног, вот эти дуги безопасности, это все уже доваривалось на ураловскую раму. Сиденье тоже донорское, от мотоцикла Минск. Вот так снимается. Как видим, здесь ураловская рама одним хребтом идет до самого конца. Почему одним, а не раздвоение, как у Минска? Для того, чтобы было удобнее обслуживать двигатель. Само сиденье здесь выглядит вот так. Тут приварили поперечину, и здесь крепление. Так, двигатель у нас от мотоблока, 7,5 кобыл. Ничего в нем не переделывалось, все как есть. Вариатор купили. Вариатор называется TAV2-30. Я там дам ссылочку, где мы брали. Вариатор полуклиновой. Но он показал себя хорошо, пока все нравится. Крышку я временно снял для съемок. Дальше. Задняя подвеска. Маятник вот этот самодельный. Там на 2 сайлентблоках. Сайлентблоки расположены так, чтобы они были максимально близко к оси ведущего шкива вариатора. Для того, чтобы не менялось натяжение цепи в процессе езды. Так. Сайлентблоки самодельные. Вот эти трубы взяты от супермаркетовской тележки. Тоже мы ее взяли на чермете. Понравилось сечение трубы. Ну и сюда она хорошо подошла. Дальше звезда. Потом вот эти натяжки. Это все делалось самодельное. На плазморезе было вырезано. И подогнали немного напильником. В принципе, все ходит, работает. Что еще хочется сказать по резине? Ну, вы ее видите. Размерность 22 на 7, 12. 22 это внешний размер, а 12 это посадочный диаметр. Сами колеса, сами вот эти диски взяты от автомобиля АК. Крепление у них там, если вам видно будет, на 3 шпильках. Ну, так же, как у машины. Вот. Тормозной диск тоже самодельный. Точили, делали сами. Амортизаторы взяли от Минска, немного удлинили по нашим потребностям. В общем, вышло вот так. Мы использовали подножку родную от мотороллера Вятка. Вот так она выглядит. Вот. Хорошо подошла. Ну что, стоит, наверное, еще попробовать завести.
можно посмотреть, как работает вариатор, как замыкается. На сегодня осталось его еще покрасить, поставить крылья. Ну и я думаю, что, дай бог, будут еще летние испытания. И еще видео по этому мотоциклу вы увидите. Все, всем удачи! В очках вообще супер, блин, можно в полном газу гонять.